Георгий, побеждающий дракона. Его можно увидеть на монетах и гербах. Это отдельная история, почему там изображен именно Георгий. Ведь в подобном сюжете ранее принимали участие Теодор, Архангел Михаил, Персей и другие герои. Побеждали они, наверное, одного и того же дракона. А награда им за это была, возможно, одна и та же девушка. Вот и у итальянского живописца Карло Кривелли есть две картины, изображающие победоносного Георгия, которые мы назовем Георгий Конный и Георгий Пеший. Дракон на обеих изображен с лисьей мордой и расстроенным языком. Он покрыт змеиной чешуей, но лапы его мохнаты. Мохнаты же и его грустно поникшие уши. Это дракон-самец, в чем нетрудно убедиться. Георгий проткнул его пасть и шею, какой ловкач. Правда, сломал при этом копье, это неудача. И собирается отрубить дракону голову. Его конь, тоже самец, отвернулся в ужасе, чтобы не видеть совершаемого безобразия, которое, впрочем, за более чем 500 лет с момента написания картины так и не произошло. Есть надежда, что и на этот раз единственный европейский дракон останется жить. На заднем плане можно увидеть ту самую девушку-принцессу. Она сложила руки и молится, как бы говоря: «Пожалуйста, Георгий, когда закончишь с драконом, ты ведь не забудешь на мне жениться, как те герои, а?» Не слышит. Увлечен битвой. Принцесса, между прочим, так себе. Недаром художник отодвинул ее на задний план. По ее поводу вообще не стоило волноваться. Девушкой больше, девушкой меньше. Лично мне более симпатичен дракон. Возможно, Георгий еще передумает рубить ему голову. Ведь не отрубил же пока. А раны, не опасные для жизни, заживут как на собаке. Пеший Георгий изображен настоящим красавцем. С точки зрения змей, он, конечно, заслуживает лучшей принцессы, чем на первой картине. Сцена лишена какой бы то ни было жестокости. Ее действие напоминает детскую шалость. Ну, пронзил я дракона, а что, нельзя? Мы же играем. Дракону этому ничего не будет, он не настоящий. Дракона ведь не бывает, не так ли? Хвост дракона игриво разместился между стройных ног юного воина, что еще раз подчеркивает несерьезность ситуации. Вся картина наполнена светом и, как это ни странно, юмором. Кажется, что небольшой дракон, жизненно важные органы которого не задеты, как в первом случае, только зевает. Глаза его рефлекторно закрылись, и игра эта им скоро надоест. Георгия позовут домой обедать, он вытащит из головы своего друга обломок копья, и тот поплетется следом на коротких, как у таксы, лапках. Про Карло Кривелли почти ничего не известно. Даже даты его рождения и смерти разнятся на 5 лет. Отец его тоже был художником, но от него вообще ничего не сохранилось. Младший брат Витторио рисовал в той же манере, но картин его известно немного, и они менее совершенны. Родился Кривелли в Венеции и гордился этим, подписывая картины «Карло Кривелли, венецианец». Некоторое время он жил в Далматии, то есть теперешней Хорватии. Тогда это была колония Венеции. Но большую часть жизни Карло работал в городке Асколе Пичено. Слава богу и своему труду, он был признан еще при жизни. Ему давали работать, как он сам этого хотел. Кривелли даже был возведен королем Неаполя в рыцари. Но все же он оказался основательно забыт аж до 19 века, когда множество его картин было скуплено и вывезено в США и Британию. В Италии, впрочем, можно найти еще разрозненные фрагменты и даже целые полиптихи по алтарям в бесчисленных церквях. А эти великолепные картины находятся в пинакотеке Брера в Милане с элементами 3D, как мы бы сейчас сказали. Некоторые объекты натурально выступают из плоскости. Это был настоящий мастер, прекрасно владевший перспективой, светом и тенью. Его картины удивительно яркие, но цвета хорошо сбалансированы и не раздражают. Краска всегда величественная темпера, над которой время не властно. Невозможно поверить, что картинам более 500 лет, настолько они современны. А вот он, святой Михаил Архангел, поражающий своего, то есть нашего дракона в образе дьявола. Тут уже все серьезно. И рогатый дьявол не вызывает симпатии. Ноги у небесного воителя в золотой чешуе, стальных латах, туго забинтованные обмотки на босых ногах. В самом деле, зачем ангелу обувь? Он замахнулся мечом, но с ударом не спешит. Он как бы вопрошает: «Что, будешь еще?» Конечно, будет. Маленькие Адам и Ева молят о прощении, но грех приобретенного знания перевешивает. Всюду символы: огурцы, яблоки, трещины на мраморе. А как нарисованы детали? Можно рассмотреть узоры на тканях, выписанные с особой тщательностью.
Золотое шитье, жемчуг. Картины исполнены смысла, но без ханжества и занудства. Церковный канон, но без назидательной скуки. Удивительно, что имя Карла Кривелли не стоит первым среди равных в списке великих живописцев. Впрочем, он настолько самобытен и уникален, что его просто невозможно поставить в один ряд с другими. Он выбивается из классификации и времени. Он мог оставаться свободным и разнообразным, не выходя далеко за пределы церковной традиции. В музее на его картины сразу обращаешь внимание. После него начинаешь видеть недостатки других мастеров. Настолько совершенен этот средневековый живописец, который перешагнул в декоративный и чувственный модерн XIX века. Карло Кривелли, венецианец-провинциал, украсивший лучшие музеи мира.